Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем, что меня ждет, по мнению карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но вы люди интуитивные, и вы все правильно понимаете. Ваша интуиция, она сильнее всех карт и прогнозов вместе взятых, это точно. Но, может быть, слушая прогноз, глядя на образы карт, какая-то своя идея у вас додумается или какой-то внутренний инсайт к вам придет, я надеюсь. Давайте мы поделим с вами этот месяц на 3 части, по декаду. И каждую декаду раскроем по основным сферам жизни. Вот как видят август для скорпионов. Карты золоченого таро. Первая декада. Вторая. И третья. Давайте сразу откроем первую. Деньги, мои дорогие. Скорпионы, девятка кубков. Вроде кубки, да? Эмоции. А нет, тут про деньги. Поэтому какой-то ваш доход, вы ими останетесь своими деньгами довольны. Тут как будто повод даже для праздника. Повод для праздника может быть и по какой-то другой причине, но все-таки девятка кубков, это, знаете, абсолютная какая-то уверенность в финансовой стабильности в первую очередь. И по этой карте мы себя как будто должны даже чем-то побаловать. Может быть, что выдержали какой-то сложный период, или то, что ну, правильное какое-то решение вовремя приняли. Но побаловать не имеется в виду глобальной траты, потому что девятка по нумерологии это всегда впереди перемены, причем те перемены, которые в обстоятельствах к нам придут, и мы их не поменяем. Поэтому ресурсными мы должны быть, и значит деньги мы не тратим. А вот какой-то пустячок или сделать для себя что-то важное, что мы всегда оставляли на потом, определенно стоит. Давайте мы тогда достанем по основным сферам жизни 3 карты и раскроем, что нам на начало месяца расскажут карты. Дела, работа, бизнес. Что у нас с финансами и по личной жизни? Давайте тоже раскроем. Дела, работа, бизнес, двойка пентаклей. Посмотрите, вообще игра с деньгами, кстати, называется карта, но не в этой колоде. Здесь нам показан как человек, манипулятор, и правда, где-то игра. Знаете, тут может проиграться еще и такой момент, что если мы говорим, вся жизнь игра, правда? И здесь, может быть, нам придется где-то быть манипуляторами. Здесь больше ведь, когда выпадает двойка пентаклей, пусть это описано подробно в других колодах, но где-то энергетика манипулятора идет, потому что это жонглер. По сути дела так. И карта-то сама нам вот добавляет значение перемены, да, мы сказали по девятке кубков, но 9 это как по нумерологии. А здесь нам карта говорит, ничто так не постоянно, как перемены. Вот как человек подбрасывает и ловит эти пентакли, вот как будто так могут и события вокруг нас меняться. Люди могут меняться, обстоятельства, законы, может быть какая-то чехарда. Но для нас, тем не менее, это прекрасный период, когда, если мы легки на подъем, и если где-то умеем договариваться, потому что дуальность есть по карте, правда, 2 пентакля, то мы без денег провернем любое дело, которое мы захотим. Можем даже бизнес начать с нуля и, в принципе, решить очень многие вопросы. Вот это наша такая приспособляемость своего рода, да, или, ну, адаптация. По карте-то нам хотят сказать только одно: вот ты большего добьешься, если будешь в этих энергиях. Как будто вам для жизни 2 пентакля будет достаточно. Вопрос, как ими манипулировать. Но это на дела, работу, бизнес. И значит,
мы можем, ну, любую ситуацию, повторяюсь, перевернуть как-то в свою сторону. Но впереди перемены, и какой-то такой долгосрочный проект мы не начнем. Поэтому нам, наверное, говорят, не деньги мы не тратим, ну и еще не время что-то форсировать. А вот узнать, например, умело провзаимодействовать с новостью или нам могут предложить какое-то сотрудничество. Так вот, как будто себя надо попробовать. Начиная что-то, знаете, как пробу именно. Не думать, что это навсегда или на далекий период времени, а представлять, что, ну, я попробую. Получится, хорошо, не получится, ну и ладно. Если это, знаете, не влечет за нами какую-то ответственность, вот это все прекрасно. Главное, вот именно в момент ответственности имейте в виду. Вот здесь как будто от этого всего надо уходить. Что у нас по финансам? Хитрить придется. Финансы нам сказали, финансы будут, но какие-то семерка мечей опять нам тему манипуляции продолжает и хитрости. Может быть, люди будут хитрить, может быть, какие-то варианты нам будут предлагать, которые выглядят очень заманчиво, замечательно, а мы потом потратим деньги и будем горевать, что зачем я это купила или вложился в это дело. Вот будьте внимательны с деньгами, потому что когда, с одной стороны, семерка мечей, она может говорить, что мы словно можем забрать свое как раз. Мы собой рисковать в любом случае не должны. Это только если в том варианте, если складывается как-то так вот обстановка для нас, минуя какую-то меру ответственности и минуя какие-то финансовые вложения и покупки. В личной жизни карта сила, но тут не только про личную жизнь, много энергии, много огненной энергии, много того, что бы я хотел совершить. И если чаще карта силы у нас, как в виде, это у нас великий манипулятор, правда, изображается девушка, которая, ну, воздействует на грозного зверя, и тот ей подчиняется. Здесь нам без воздействия показана здесь девушка, которая на цепи держит льва. И цепь это не что иное, как где-то мы сдерживаем собственные эмоции, потому что лев это где-то олицетворение нашего эго. Мы не должны что-то сказать, проболтаться или какой-то свой план как будто, ну, проявить. Хотя у вас, безусловно, очень сильная позиция. Мы, может быть, и не должны, знаете как, пообещать кому-то что-то, а впоследствии пожалеть об этом. Много силы, много энергии, как бы с одной стороны вам подвластно все. Очень ресурсное начало месяца. И если сначала были пентакли у нас или деньги, теперь уже конкретно ваша личность. Сила есть, но ее как-то вот в нужное русло надо. А пока обстановка может не давать какой-то конкретики точной. И поэтому или подождать еще надо, посмотреть, как разовьется ситуация, или подождать, пока люди как-то себя проявят, и только потом себя в чем-то уже пробовать. И именно как бы пробовать, понимаете? Или начинать какое-то дело с позиции, что как я буду выходить из него. Ну, риск, опять же, мы всячески исключаем. Вторая декада месяца, и Паш Кубков, тут какие-то приятные новости, может быть, признание в любви или, ну, приятные чувства, может быть, эмоции, какая-то радость. Что-то нас должно порадовать определенно. Давайте мы с вами посмотрим. Достанем 3 карты. Итак, дела, работа, бизнес. Что по финансам? И в личной жизни. Итак, дела, работа, бизнес. Уху. Ну, тут, знаете, правда, есть карты сила. Вот эта огненная энергия может рваться вперед, и у кого-то проиграется, как, знаете, вариант, когда мы, ну, к примеру, мы можем, допустим, будет желание осуществить какое-то либо дело, решить вопрос, как будто мы можем загореться, и, знаете, если до этого времени нам удавалось себя где-то сдерживать, то здесь эмоции могут вырваться наружу. 15-й старший аркан, он помогает нам в том случае, если мы контролируем ситуацию. Он помогает нам
Если мы хладнокровно какие-то финансовые проблемы решаем, хладнокровно, опять же, мы не должны попасться ему на удочку. Конечно, для кого-то может и означать вопросы именно страсти. Это ведь всегда какая-то зависимость. Вот этой зависимости быть не должно. У кого-то это может быть зависимость от работы, правда. Я хочу сам сделать. Из принципа, если хочешь сделать хорошо, сделай сам, да. Но надо понимать, что у нас на все не хватит. И поэтому трудоголиком, ну, не гуд быть. Это совершенно точно. А у кого-то это могут проиграться, знаете, почему нет? Может быть, новый роман на работе. Или какой-то человек, который просто заполняет все мои мысли, и я хочу что-то осуществить или добиться каких-то, ну, может быть, продолжения отношений, и значит, даже вот какая-то такая страсть, которая, я имею в виду любовь, она будет вам мешать работать, у кого-то даже так может вполне проиграться. Или с учетом пажа кубков, это какая-то новая история любовная или знакомство, которое вам захочется продолжения. И кто знает, может быть, тут захочется серьезного какого-то продолжения. Будьте аккуратны, мои дорогие скорпионы. Но то, что если мы хладнокровно с финансами управляемся, то тут будет шикарно. Ого! Вы знаете, а правда тут могут встать вообще на первый план, точнее, выйти вопросы вашей личной жизни в середине августа. Вот какой-то вопрос как ребром. И у кого-то это могут быть новые какие-то чувства и знакомства, а у кого-то старая история, которая, как знаете, вот эта самая страсть разгорится заново, или чувства какие-то воскреснут. Вот, или я не могу отпустить человека. Вот правда, такое тоже для кого-то может проиграться. Но нам выпадает, пусть на финансы, карта императрицы. Это вы, императрица, это ваша такая энергетика. Когда у нас на материальном уровне прекрасно все. Для кого-то из вас это может говорить о том, что беременность, правда, может быть где-то и незапланированная, с учетом 15-го аркана. Может быть по этой карте еще и, знаете, какой-то наш новый творческий проект, если мы рассматриваем 15-й аркан, как я сказала, быть трудоголиком. Вот действительно может проиграться, я хочу осуществить, у меня есть какое-то намерение, я знаю как. И во что бы то ни стало, я хочу реализовать вот этот свой проект, свою цель вот эту достичь. И вот именно наша где-то зависимость от нашей какой-то идеи тоже может быть. И как раз карта императрицы, ведь императрица у нас плодовита, у кого-то, ну, в буквальном смысле может проиграться физиология, а у кого-то именно плодовитость на какие-то новые идеи, которые рождаются в голове. И мы можем прочувствовать, что вот какое-то дело выгорит, и нам очень захочется, ну, себя в этом деле реализовать. Но все равно будьте аккуратны, потому что хладнокровие и выдержка определенно точно нам будут помогать. Если у вас такой статус идет, как императрица, или смена статуса, тут можно сделать для себя что-то, знаете, значимо хорошее, чтобы быть счастливым или счастливой. Но где-то не переборщить, где-то увидеть ситуацию хладнокровно. И неважно, чего это касается, личных отношений, работы или денег. Давайте личные отношения откроем. Ваша карта, правда? Тут какая-то ваша личная жизнь, в которой могут переплестись, как и вопросы работы, кстати, вполне вероятно для кого-то, и вопросы денег. И что-то вы будете решать. Но с учетом, что нам выпадает все-таки паж кубков, вопросы детей тоже могут пройти, или каких-то ваших дальнейших устремлений по части, опять же, да, где я буду и каким образом зарабатывать деньги. Наверное, поскольку на личную жизнь вам выпадает ваша карта, карта двора, королева кубков, то, что у каждого ведь своя какая-то задача, правда? И даже если меня смотрят мужчины, тут, значит, есть какая-то женщина в вашей жизни очень важная. Или это проиграется, как я хочу, чтобы она была рядом со мной любыми путями. И знаете, это для кого-то будет, может быть, ваша
супруга, да, может быть, даже бывшая супруга, или кто-то из прошлого к нам может вернуться. У нас Венера ретроградная, и поэтому в течение августа нас могут события жизни возвращать к каким-то прошлым историям. И вы почувствуете, что нет, вот я именно хочу, чтобы было по-моему. Сложно сказать, правда. Тут, наверное, вот это сочетание карт можно еще пару часов как минимум трактовать. Но я так надеюсь, что вы переложите все смыслы этих карт и примените конкретно к вашей ситуации. Здесь можно для себя сделать что-то очень хорошее по-доброму, понимаете? И сделать что-то очень важное, которое где-то выведет вашу жизнь на новый, совершенно на новое качество жизни. Но в чем-то будет важно и не поторопиться, и не ошибиться. Давайте третью декаду мы откроем, чтобы потом не было, понимаете, вот этой десятки жезлов, когда я впрягся в какие-то обязанности, а потом хоть ты упади, правда. Вот как этот человек, его согнуло под 10 жезлами. Это может быть, знаете, как многозадачность какая-то, много информации, много работы или много какого-то нервного напряжения. Конец месяца, как будто вот так. Давайте мы раскроем. Что нам расскажут карты? Я бы сказала, по десятке жезлов нам сразу карта говорит: отдыхай. А ту работу, которую может сделать кто-то другой, пусть он ее и сделает. Итак, дела, деньги, любовь. Дела, любовь. Ну, личная жизнь, мои дорогие скорпионы, правда, у вас в течение месяца у каждого просто своя какая-то история будет. Но десятка кубков — это когда мы вообще-то всем довольны. Это карта счастья, карта эмпатии, карта благополучия, в том числе финансового, хоть и кубки. Здесь, знаете, полное взаимопонимание, когда мы думаем в унисон, когда мы смотрим в одну сторону, то есть в паре. Правда, у кого-то может проиграться и новое знакомство, а у кого-то и чувства могут вспыхнуть заново. И причем, знаете, есть какая-то история, которая она взаимна именно, мои дорогие скорпионы. Вот что-то такое может у вас проиграться, при том, при всем, что и с финансами неплохо. Ну, вроде как и по работе, и по бизнесу какие-то проекты есть. Вообще здорово. Что у нас по финансам? Вот здесь надо хладнокровие. Рыцарь мечей, это, знаете, нас могут где-то втянуть в то, что не нужно. И причем выдать нам это как какая-то истина в последней инстанции или какой-то вау-проект. А по этой карте очень хорошо докапываться до сути, правда. Подключить свою интуицию, найти нужную информацию. В первую очередь, это сама по себе карта информации и работа с информацией. Причем, когда мы ищем разными способами интересующее, как дело обустроить или как это будет, например, по закону. Но мы можем столкнуться с людьми такими, знаете, которые обладают сложным характером или которые до фанатичности нам что-то доказывают, что это правда. Вот тут будет важно не поддаться каким-то, ну, пустым уверениям или каким-то пустым обещаниям. И это именно касается денег. Поэтому будьте аккуратны. Здесь вот ваша интуиция, она должна сработать. Где-то в чем-то, может быть, вас остановить от ненужных трат. Траты точно тут исключаются. У вас достаточно сильная позиция по финансам тоже. Нам уже сказали. Поэтому исключите возможность риска. А если что-то предлагают, раскопайте дополнительную информацию. Вы ее найдете. Как будто тут тайное станет явным, кстати. И деньги-то будут, посмотрите, король пентаклей. И в целом энергетика, когда у нас все под контролем, вот когда у нас все просчитано, рассчитано, а если что-то приходит, так мы 150 раз перепроверим, а потом только либо согласимся на что-то, либо, ну, в чем-то будем участвовать. Вот, наверное, эта позиция у короля пентаклей, она прослеживается, мы уже говорили с вами, да? Риск должен быть исключен, это однозначно. И, в принципе, как бы тут ни складывались, как будто у каждого же по-своему будут нюансы. Но как бы ни проходил месяц к концу августа, как и финансовая стабильность, как и вопросы могут быть по поводу вашего жилья, благоустройства жилья, но вы как будто, мои дорогие,
Скорпионы не одни нам все-таки показывают карту семьи, хотя для кого-то, может быть, знаете, какая-то новость приходит, и вам придется куда-то поехать. Вот у кого-то может так проиграться. К примеру, родственники какие-то, как приходит информация, что ваша помощь кому-то нужна, и вот туда, тут хочешь, не хочешь, куда-то отправишься. У кого-то могут пройти вопросы наследства, и тогда вы что-то будете организовывать, оформлять и тоже обустраивать, может быть, включаться в какие-то вопросы. Интересный какой-то захватывающий август получается. Есть повод для вдохновения, для радости, для счастья, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям, если вы отпишетесь. Потом в августе мне будет очень интересно, как же это проиграется, потому что вот центр, ну, тут, наверное, надо знать, вот вы-то чувствуете, знаете каждый свою как-то историю, потому что, во-первых, два старших аркана. Здесь у нас был аркан сила, который тоже достаточно такой мощный, понимаете, и много какой-то огненной энергии, и власть при всем при том, и какой-то напор, желание обустроить, продавить свою ситуацию. И вроде бы как и есть реализация, судя по последней декаде, и все под контролем. Но меня смущает вот именно карта 15-го аркана. Поэтому буду премного благодарна, если вы потом отпишетесь и скажете, как у вас прошел месяц, хотя бы в 2 словах. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.